Всем привет! Привет! Меня зовут Виталик. Меня зовут Женя. И 4 года назад мы поженились и начали путешествовать. За это время мы уже проехали достаточно много стран и хотим поделиться с вами, как это было и кого мы встретили по дороге. Так что... Приятного просмотра! Поехали! Ну что ж, как вы помните, в прошлой серии мы прилетели в Куала-Лумпур и немножечко по нему прогулялись. На самом деле, как, опять же, вы можете помнить, в прошлой серии мы не собирались оставаться в Куала-Лумпуре надолго. Мы хотели просто прилететь, переночевать и улететь, точнее, уехать на такой очень классный, солнечный, очень такой, он очень классный фактурный остров Пенанг. Вот. Что, конечно же, у нас не получилось, кто бы мог сомневаться. Остров... Потому что остров затопило. Да, остров затопило. И мы боялись, что мы, если туда приедем, можем не уехать или еще что-нибудь, не успеть там на самолет и так далее. Но благодаря Вике мы составили план, скажем так, действия, как посмотреть Куала-Лумпур за 4 дня. Да. Вот. И на самом деле нам удалось посмотреть, наверное, 90% того, что смотрят обычные туристы в Куала-Лумпуре. И это было очень классно. Хотя, конечно, мы пробегали за день больше 20 километров. К концу дня мы уже приходили... Пешком в основном, просто с языками на бороде. И просто падали отдыхать. Но это было классно. Вот. Так советуем. Что, да, советуем. Бодрит. Вот. Вот. Мы не прокрастинировали и действительно увидели достаточно много мест, которые могли бы увидеть. И, наверное, из всех мест, которые мы не увидели, это были только пещеры Бату, в которые мы осмысленно и осознанно не поехали, потому что мы очень сильно не любим обезьян. Там большие пещеры, но что мы там не видели такого, вот. В принципе, это место достаточно очень сильно, как это сказать, много народу. Когда много народу, да. Многолюдно. Возвращаемся к тому, что мы посмотрели. Как вы помните, это был ботанический сад. Хороший отдых от просто бетонных джунглей. Вот если хочется просто отойти от шума города, не выходя при этом из города фактически, это то самое место. Там еще при этом всем сад с птичками и бабочками, но мы на них не успевали, и они еще при этом были платными, да. Поэтому мы туда, конечно же, не пошли. У нас просто, банально не было помененных денег тогда. Вот. Но сад орхидей, который бесплатный и который, собственно, переходит в ботанический, это то, что нужно посмотреть. Следующей достопримечательностью у нас была мечеть. Национальная мечеть, которая на самом деле интересна с двух аспектов, как для нас. Во-первых, с архитектурной точки зрения, во-вторых, с культурной точки зрения. Архитектурная точка зрения была интересна тем, что само здание мечети выглядит как открытый зонтик. И это, конечно, непривычно. После таких стандартизированных, так сказать, арабских крыш, да. Куполов. Да. Второй момент культурный, потому что это действительно очень большой культурный пласт именно малазийцев. Вот. И нам еще так подвезло, так сказать. Нам попалась женщина, которая была как гид, и она нам показывала, рассказывала, водила нас по всей этой мечети и говорила, что, куда, как, куда можно заходить, куда нельзя. В общем, это было очень интересно. Мы продолжаем? Мы продолжаем сейчас. Я просто надеюсь, что он перестанет это. Не, он дальше начнет играть, скорее всего. Все. Насчет
так много культурности в самой Малайзии. На самом деле очень удивительно, что кроме того, что на улице встретишь очень много разных, вот как я говорила уже, национальностей, то есть там индусы, китайцы, да, малазийцы, при этом всем очень много разных районов, да, китайский район, индийский район и так далее. И при этом всем разная еда. То есть на пути встречается очень много разных ресторанчиков, то есть можно попробовать еду разных стран в одном только Куала-Лумпуре. И при этом всем тоже на каждом шагу встречаются храмы разных религий. То есть если ты никогда не видел там буддийские храмы, индуистские храмы, китайские храмы, это все есть в одном только Куала-Лумпуре. Конечно же, мы не могли пройти мимо часть даже той же вот индийской культуры. Китайскую мы уже немножко видели, вот индийскую еще как раз мы не зацепили. И мы зашли в один из индийских храмов, чтобы посмотреть вообще, как это все происходит. Как раз в тот день люди делали подношения, и эти подношения, ну, то есть денежные имеется в виду подношения, и эти деньги пошли на то, чтобы приготовить еду всем, кто был в храме. И, собственно, в тот первый день мы попробовали индийскую еду в храме. Кстати, очень понравилось. Да. Но индийская, малазийская еда и индийская еда — это два больших вещи. момента, да, мы расскажем о них попозже. Вот, но в целом и в общем, как бы, на самом деле, это был клевый очень экспириенс в плане того, чтобы, вот, во-первых, еда, а во-вторых, мы ели руками, и это было, наверное, самым просто крутым моментом, потому что все ели руками, и это нормально, и как бы... Это первый раз, когда мы вообще попробовали есть руками. Да, Вот. да. Особенно для Виталия это очень впечатлительно, да? Да, то есть это как бы, когда тебе все детство говорят, что есть руками нельзя, и ты такой, руками есть, взял вилку быстро. Вот, как бы, а тут ты можешь, типа, спокойно, легально есть руками, это было просто... Мы зашли в индийский храм, обходили его вокруг, и с одной из сторон нам предложили просто покушать простая еда, собственно, как бы. Вон девчонки тоже уже сидят, едят. Вот, все ест руками. Да. Смотри, Короче, коричневый это сладкий рис. Молочный белый рис какой-то такой с молоком и специями. Да. Вегетарианский кофе. Кофе. Но при этом всем интересно, что в ресторанах можно увидеть и людей, которые едят руками, и людей, которые едят палочками, людей, которые едят ложками или вилками. Да, вот на самом деле последствия мультикультурности в этом очень, очень круто отображаются, потому что, например, в том же Китае, если ты не умеешь есть палочками, ну, у тебя проблемы, мой друг. Вот. Вилок почти не ну будет. да, максимум ложка. очень редко, либо это дорогие какие-то заведения, в которые дорого-богато. Вот. А здесь можно попросить все, что угодно, ну, то есть вилку, ложку, руками хочешь ешь, можешь там ногой есть, да, если очень удобно. Еще что хотели рассказать, это про башню Петронас, которую мы обещали вам показать в прошлом эпизоде и решили не показывать. Вот. Отдельно про башню Петронас рассказывать мы особо не будем, про это все, конечно, можно почитать в интернете. Но мы все равно вам их покажем, конечно, они очень красивые сами по себе.
кроме того, мы заходили внутрь башен, и там действительно тоже очень красиво, там много этажей, и при этом там очень много магазинов с разными мировыми брендами. И кроме того, башня Петронас, возле них прямо есть музыкальные фонтаны, которые там примерно, наверное, каждый вечер, да, играют, и это очень красиво. Бесплатно. Да, это бесплатно, во-первых. Во-вторых, это, кстати, не единственное место, где в Куала-Лумпуре можно видеть эти музыкальные фонтаны. Да, есть еще одно небольшое место, так сказать, небольшая версия таких же фонтанов возле... Она находится действительно в очень красивой локации. Это мечеть. Островок, да? Да, там островок, на нем мечеть. И получается, она находится на набережной, и на реке пускают пар на воду с подсветкой синей. Это все выглядит очень, конечно, красиво. Но вернемся к Петронасам. Конечно, мы не гуляли особо сильно по магазинам, потому что денег у нас особо не было. Единственное, что мы хотели, наверное, купить себе, точнее, Женя хотела купить себе Биркеншток купить, но не удалось. Тапочки, короче. Да, что-то как-то не срослось. Кожаные. Вот. А после этого мы попали в галерею Петронас, которая там проводит очень часто разного рода выставки. Ну, конечно, мы не такие уж прямо любители современного искусства, вот, но в целом, конечно, нам понравилось, вот. Отдельно зацепила нас, конечно, фотовыставка, это было что-то прямо невообразимое. Конечно, нас очень порадовали еще национальные танцы. Это было прям вот действительно очень интересно и захватывающе. Танцы как разных раз. народов мира, Да. которые, собственно, побывали здесь, в Малайзии. Ну или судя по живут там, истории. да, или живут там уже. На самом деле это выступление было бесплатным, но основная ценность его для нас была не то, что нам не пришлось за него платить, а то, что мы смогли увидеть истоки той культуры, которая сейчас сформировалась в Малайзии. И на самом деле в тех странах, в которых такое количество культур варится в одном котле, ты чувствуешь себя почти своим, потому что люди не пытаются тебя подмять под себя или под свою культуру, а принимают тебя таким, какой ты есть. Конечно, возвращаясь к галерее, это было не очень так себе прям вот вау для нас, потому что понимать сложности каких-то вот определенных инсталляций, это, наверное, немножко не для нас, но в целом мы встретили одного автора, и около 40 минут нам он рассказывал о своем творении, и, наверное, после этого стало чуть-чуть интереснее на него смотреть, да? Возвращаясь к фонтанам, про которые Женя упомянула, вот вам небольшая нарезочка, наслаждайтесь.
спасибо, что вы все еще остаетесь с нами, что вы до самого последнего момента досмотрели. Просто эта серия получилась немного более затянутая, чем обычно, более такой вот скомканной, сумбурной, быстрой, потому что мы не планировали оставаться в Куала-Лумпуре, мы планировали поехать на Пенанг, увидеть море, искупнуться, но, к сожалению, вот не получилось, и мы остались в городе и остались его смотреть. У нас не было особо времени, чтобы распланировать наше путешествие и осмотр города. Мы очень надеемся, что даже вот это вот скомканное, немножко сумбурное путешествие, оно вам понравилось, и мы смогли передать вот наши эмоции, наши чувства, которые мы испытывали за вот этих 4 дня, просто знакомясь с новой страной, с новым городом, с новой культурой, с новыми людьми. Очень старались это передать, и надеемся, что у нас это получилось. Вы, конечно, не уходите никуда еще, там в конце еще чуть-чуть совсем всяких неудачных кадров. Да. А мы с вами прощаемся в этой серии, так что до встречи в новой. Пока. Ну что, всем привет. А батарея показывает, что села, походу. Села батарейка. Всем пока. Ой-ой-ой. Так, все, поехали. Всем привет! Ты очень тихо говоришь. Ты стал еще тише говорить. Может быть, этого. И с этого момента проехали уже много стран и хотим поделиться с вами, что с нами происходило и какие люди нам повстречались по пути. Я просто не закончилась мысль. Дальше уже не знаю, что реально говорить. Это хорошо, я потому что хочу встать. Давай, да. Все, останавливай.